Всем здорово, народ! Сегодня будем смотреть, как я отыгрывал на Земеле. На земляном спирите позиция 4, соответственно. Здесь немножко не повезло. Надо было чуть раньше выходить на руну. В чем прикол? Супер активный саппорт. Можно, естественно, играть и на миде, что тоже иногда практикуется. И вообще супер такие, знаете, профессионалы, чепотничьи могут, конечно, невероятный перформанс за данного персонажа показывать. Тем не менее, получилось очень неплохо стартануть каточку. Лютую суету на мапе навести, и сегодня на это мы посмотрим с вами. Знаю, что, кстати, сейчас вроде как появился новый вариант билдачка. Раскачиваются, по крайней мере, если на мид позиции стоят, то вообще без второго спыла играют. То есть без нашего роллинг-болдера, без перекатки. Тупо максят первый, третий, и там, получается, за две кнопки у вас огромный урон вылетает. И учитывая, что вы стоите на миди с быстрым левелом, можно там начинать с 5-го левела с сапогом уже куда-то тпшиться на сайды и гангать, и вот просто за первый, третий, я не знаю, 2/3 столба выносить противничку, you know? Вот так вот. Стоим с Некром на лайне, наша троечка, против Гули и Джакира. Джакира на первом левеле еще более-менее такой нормальный пацанчик, с которым можно поразмениваться и можно потыкаться. Вот видишь, мы противостояние с ним 1x1 выиграли. Вот если бы у него был второй левел, когда появляется еще и задувочка, там, конечно, уже тяжеловато становится в размен с ним выходить. Тут как будто бы можно было сейчас подопнуть Джакира, чтобы пробить и Гулю, и дракона одновременно. Возможно, даже клацал, но немножко не попал. Там с непривычки бывает не очень удобно вот эти кнопки нажимать противников, потому что вот чуть-чуть буквально дистанцию не сократил. Чуть-чуть далеко стоишь, и все, уже не хватает на то, чтобы первый спал нажать. Вот прямо как сейчас. Видите ли? У меня персонаж замахивался, а не вышло. Отлично. Подсетапили дракона. Заработали килл. Даже еще я за гранатки добил, а не мой некор своим первым сплом. Вообще великолепно. Великолепно и прекрасно. Понимаю, что у нас здесь был забанен спот. Решил его, соответственно, раздевардить, чтобы была возможность большой кемпик отводить. И доносим себе некоторое количество предметов, которые получилось купить на первые заработанные деньги с убийства. Пошел просто райт-кликать сейчас Гулю, потому что понимаю, что у него проблемки с хпшкой. Кидаю наперед к своему Некру, потому что, опять же, через прокаст получится его убить. Великолепно. Великолепная отыгровка, пока что 0 ошибок. Ну, если не считать ту самую микроошибку с невозможностью пнуть противничка вот здесь, когда я пытался это сделать, да, в данной позиции. Но ничего, нормально. Посмотри, просто выиграли лайн моему напарничку. Ну и себе, соответственно, буквально за первые 2,5 минуты игры. Бауш. 3 килла оформили, а ведь это только начало. В любом случае, приятно то, что мы тоже кильчик заработали, по крайней мере, на Джакира, потому что денег у нас все равно побольше сейчас станет, чем могло бы быть. А это уже потенциально урна практически у меня появилась. А это знаете что? А это значит, что можно будет еще больше доминировать на лайне. И, по крайней мере, Джакиросу, точно должно быть супер-гига неприятно, когда у нас урна это появится. Забираем лутус на 3 минуты, не забываем, естественно, об этом. Тут, кстати, достаточно прикольно получилось, что Некор вроде бы пробафлил, потерял дальника, который отагрился и побежал дальше под тавер. Но моя Кура его остановила в этом плане. И получилось его не потерять. Здесь как будто бы ошибаются противнички. Снова бутсуем вражеского Гулю. Подстопил его немножечко, чтобы он получил еще больше урона. И такой уверенный перекатик наперед. Тычка. Тычка, тычка. Хватит ли? Че, не догоняем? Не догоняем, походу. Походу не догоняем. Нужно просто жрать танго и уже Джакироса убивать. Буцую камень, чтобы точно подзамедлить. Зарабатываем килл. Ну нормально, учитывая, что Гуля хоть и выжил, но выжил на лоу хп, для нас это опять же тоже достаточно хороший расклад. Ну смотри, там пацанчики вообще ничего не боятся. И снова уверенный, просто подкатик. Читаю противничков. Я говорю, 0 ошибок, пока все попал. Все, что надо было, по крайней мере. Все, что надо было, точно все попал. Вот и думаете. 8-2 счет. 5 киллов на нашем лайне. Не буду указывать пальцем на организатора этих киллов. Все и так все понимают. И вот она, та самая долгожданная урна. Вот, блин, чуть-чуть пораньше бы, да, знаешь, вот на 4-й минуте ровно, если бы она мне приехала, когда мы убивали Джакироса там, было бы вообще шедеврально. Сейчас бы еще и заряд был. Снова пытаются напасть на моего Некра. Не знаю зачем. Тратят ману. Безинициативное нападение.
Бесшансовая для них. Кстати, блин, это я фрик? Или все-таки был где-то патч когда-то, когда урна приезжала сразу с одним зарядом? Или такого никогда не было? Что-то вот я не помню. Либо после смерти начали давать один заряд. Ладно, снова, короче, бутсуемся в бедную гулю вражескую. Снимаем. Ну, кстати, на самом деле реально много урона. Через первый спел реально солидно залетает по противничку Депос. И вот даже гуля, по сути, чел, у которого достаточно много хитпоинтов, ну, в среднем, то есть 816, это больше, чем могло бы быть. И все равно ему неприятно. Еще один килл зарабатываем. Урна у нас зарядилась. Сейчас в идеале еще... Ай-яй-яй, не докатился. Не докатился, ай-яй-яй. И еще и не попал первым, да, по-моему? Ну вот, все, первая ошибка. Первая ошибка. Ну, на самом-то деле, это не ошибка. Я просто отпустил рыбку, выпустил ее в море, чтобы она повзрослела, поела побольше, стала пожирнее. И только потом я ее еще раз, соответственно, смог бы поймать. Пиликаю моему мидеру, что под 6-ю минуту выхожу на руны. Помогаем тиммейтам, отлично. Надо со всех сторон задоминировать в данной игре. Но все-таки это Пукислав против нас, поэтому забрать именно под секьюрити урну для моего пангольера не получилось. Вырываемся на пака, первый спел, отлично, урну бы повесить еще. Повесили урну, пробили очень больно ему, неприятненько. Рвем койл, чтобы была возможность сейчас и подубежать, и второй спел нажать в моменте. Как будто бы хочется пойти за ним дальше, да, на паке. Вот хочется его посекьюрить еще как-то дальше. Возможно, вард нужно было поставить между Т2 и Т1. И попытаться его убить, да, вот куда-нибудь вот сюда вот вардик вогнать. Но я подумал, что на паке, возможно, через кемпы пойдет. Но что-то челик просто решил постоять и подождать на Т1 вышки своей. Вообще никуда не убегал. Я вот даже скан... Ну, короче, не понял я, куда пак делся. А пак в это время просто пошел на базу. А как это он меня так обошел? Ну-ка, давай глянем. Вон он постоял, похолдил, да, когда я скан нажал. Кстати, сканом почему-то не попал. А, ну и все, и просто ушел на базу. Ну, понятно. Ладно, отлично. Так, все, подключился к нам некор обратно. А у меня появился тем временем сапог. Отлично. Как раз-таки после урны. С сапогом нам спешить особо смысла нет. Поскольку на втором спеле всегда суету навести можно. Качаю первый спел в троечку. И сейчас планирую выйти на бот-линию, потому что ток мы развалили. На миде помогли. Сейчас можно и на бот-лайн тоже, соответственно, прибежать. Попадание по люкангу. Первый спел. Пол хп у противничка уже отсутствует. Под бандами, конечно, тоже неприятно максимально находиться. Войд. Хрона. Не хочет качать. А у Вайда нету поинта. У Вайда поинта в спалах нету. Но был бы Хрона, убили бы сейчас еще и Люкана. Как будто бы Люкан был поважнее, чем убийство Джекира. И так загнобленного. Вот. Но тем не менее противнички не останавливаются, хотят дальше суету наводить. Нас это абсолютно устраивает здесь. Снова кидаем урну на пака. Войд почему-то не хочет в него давить. Урна. Первый. Попал бутсом. Тычка. И догорает от урны. Просто идеальная отыгровка от земли. Боуш. Невероятный геймплей. 4:05. 8-я минута с половиной. Ты посмотри, сколько много. Насколько много суеты уже можно было навести. И была наведена суета на мапе. Ну, я не знаю. Просто всю первую половину. Ладно, окей. Первую четверть игры своей команде выиграл. Тут как будто его подвыйти надо. Появляется, кстати, ультимейт. Байтим противничка на выход. Чтобы Вайда они дальше уже не пушили. Ну и так, знаешь, решил, короче, камни все свои потратить. Потому что, с одной стороны, можно было бы и на базу уйти. Но вот у Вайда должно появиться Хрона. Бустуем Вайда вперед, чтобы он дамажил. А он Хрона вообще принципиально не качает, короче, наш пацанчик. Не видел в этом смысла. Приятно то, что снова достается мне именно килл. Скажем так, заслуженно. Тут Кура, в принципе, сделала свое дело, доставил нам предмет, поэтому можно было ее дальше уже и не сейвить. И вот он пошел, големчик. Немножко поздновато. Эх, Хрона бы от Вайда сейчас. Да, было бы приятно. Ну, допустим. Не видит Войд, что к нему идет пак просто на ноге. Естественно, его хукает Войд. Ну, короче, вот это было начало конца, как будто бы прямо сейчас. После данного мува от Вайда. Но посмотрим, что же нам сейчас сделает пангольерчик. Снова вкатываемся, снова забираем немножко килл.
И как будто бы с паком мы сейчас уже рамсить не можем. У меня капли есть, он меня убивать, конечно, не должен. Но у меня закончились камушки. И в целом, как будто бы было выгодно моей команде бы сейчас уйти. Ну, то есть пак, да, когда заходил файт, вот так вот просто слева направо бежит, бежит, бежит. Войд это видит и почему-то решает стоять на месте, не убегать, не стрейфоваться в сторону от него. И так далее. Не успеваем все-таки здесь руну забрать. Пакетж ее к себе в карман кладет. И немножечко игра подуспокоилась. Чуть-чуть не дотянулся здесь сайленсом. Хрона есть, хрона снова не ставится. Я не понимаю, куда вот у меня, короче, Void холдит свою хроносферу. На какой такой жизненный этап он все-таки держит эту кнопку. Непонятно. Что-то много депаса от пака начало залетать, на самом-то деле. Если капли не триггерится, то, да, 4-я арба отбивает знатно лицо, конечно. И это неприятненько. Поставил глубокий также вижен во вражескую тройку, чтобы видеть все их передвижения. Мы сломали Т2 сверху, сломали Т2 снизу. И прямо сейчас забираем Т2 в миде. По сути, вот первые 11 минут максимально импактовые в этом плане были. Потому что все Т1 были забраны. Это для нас максимально устраивает, само собой. Сейчас бы еще крипа доминаторного забрать. Да, отлично. 100 голды себе кладем в карманцы. И прессингуем, постоянно прессингуем вражеских игроков. Вот вражескую тройку, вражеского мидера по возможности. И так далее. Застакался Пангалер. Brother, I'm stacked произошел на мосту. На мосте. И опять же, игра немножко подуспокоилась. Ну, вообще, хотелось бы, конечно, играть под своего Пангалера, как такого более-менее активного персонажа на нашей команде. Потому что Некер, я так понимаю, Радик себе фармит. Да, у него Радика еще нет. Void, ну, понятное дело, вот голенький бегает. Battle Fury фармит себе. На миде у нас кто стоял? На миде он стоял как раз-таки Пангалера. Вот под Пангича в идеале сейчас и играть. Но что-то у него как-то тоже. Видишь, пока диффуза еще качаются. Нету какой-то мощной, активной у кого-нибудь кнопочки, чтобы под него прям можно было супер жестко загамблить. Поставилась, наконец-таки, та самая долгожданная хроносфера. Отлично. Засетапленный килл на тройке и на вражеском саппорте, на вражеской пятерке в очередной раз. Вот здесь вот супер сильно затильтился, потому что, видели, хотел прям идеально под конец Кайла выбежать, но буквально там 0,2, 0,3 микросекундочки не успел, точнее поспешил, да, наоборот. И все-таки получил депос от того, что Койл разорвался. Надо было уж либо это сразу рвать, либо попозже. И это было неприятно. Но если пак умрет, в целом, да, в целом нас это устраивает. Отлично. Хорошо. Хорошо, хорошо. Все, разошелся Пангалерыч, понимает, что у него есть руна регенерации. Она же руна смерти, как говорится. Кто понял, тот понял. Тут решил нажать смог. Чтобы побыстрее добраться до противостояния. Ну и вот как будто бы между Т2 и Т3 мы деремся на 13-й минуте. Такое себе, знаешь, интересное, конечно. Интересный момент. Бегу к своим пацанам, помогать им немножко. Вода, естественно, здесь никак уже было не спасти. А Некер все это время фармит. У Некра уже появился Радик. Уже 500, 600 даже голды сверху. В общем, пользуется максимально той суетой, которую мы наводим. 717 на счете. 14 крипов добито, но это не важно. Какая разница, сколько крипов, если есть киллы. И посмотрим по общей ценности, чисто понаблюдать, что у нас здесь происходит. Ну вот, Void, Некер и мой мидер. Все топы по нетворсу. Благодаря кому? Вот и думаете, благодаря кому. Как бы я свою работу сделал. Для себя игру выиграл, дальше сами. Понимаю, что надо поддефать вардик. Хотела здесь вот Джекира, по крайней мере, напугать. Но что-то как-то меня не Пангалер не саппортит. Не успел поставить еще один камень. Ну, я не знаю, короче. Я своим пацанам просто, видишь, у меня начала так вот трясочка камеры происходить, потому что я своим пацанам говорю: окей, мы поставили глубокий вижен, давайте мы его подефим. Смысл от того, что вы фармите кемпики вот здесь справа. В чем прикол? По крайней мере, на Варлоке точно стрейфовался в мою сторону, но почему-то потом решил отойти обратно.
Если бы накинул на меня хил, я бы как минимум разменялся бы с Джекиросом. В общем, как это по базе и бывает, глубокий вижен зачем-то командой ставится. Вот даже сам Варлок этот топс поставил, но потом почему-то он не дефается и спрашивается, зачем ты тогда такой агрессивный вижен ставил. Не знаю, сколько тысяч ММР должно быть, чтобы как-то это правило пофиксилось. Играю на 6500, сейчас это какие-то копейки просто невероятные, невозможно гамблить. 50% каток, невероятный кекис, как говорится. И на меня нападает пак на миде с хостой. Телепорты, кстати, есть у всей моей команды, но никто ничего не нажимает. В целом, допустим, ладно, окей. Можно сказать, что здесь сам нафизил. С одной стороны, с другой стороны, откуда я знал, что меня не будут поддерживать абсолютно никто. Ну, не повезло, конечно, что хоста еще у пака было, да. Так-то он меня, скорее всего, и не добивал бы. Ну, по крайней мере, не пошел бы в такой агрессивный пуш на миде, на меня. Значит, докупила себе блинк, потому что хотелось стать еще более мобильным. Знаешь, можно прыгать через блинк, кидать быстрый сайленс паку, а поскольку это начало игры, у него еще дефа нормального против этого нет. И, соответственно, через там поддержку моей команды пака быстро очень можно было забирать. Можно было бы забирать, если бы у меня не ливнул некор. Да, все. Выигранная катка оказалась по факту проигрышной. Нарисовали мне проигрыш. Габен лично постарался, заслал мне ботика, который после 15 минут у него закончилась подписка, и все. Бот ливнул с концами. Ну и поскольку некр ливнул, закономерным результатом, скажем так, нас пошли сносить на 27-й минуте. Мы еще немножечко побрыкались, там погеймплеили, понятное дело, но вчетвером против пятерых играть на Unreal, когда так рано лив происходит. Ну еще и, по сути, вот самый мощный персонаж на нашей мапе должен был быть. Он только-только там докачал себе радик, сейчас бы там взял себе Тревела, какую-нибудь, я не знаю, Лутус Тараску и пошел бы долбить. Мы бы от него отыгрывали, он был бы жирным, неубиваемым. А так, понятное дело, что когда один кор отсутствует, дальше играть уже практически Unreal. Ну вот все, я же не мог не выложить данную катку. Опять же, идеальное название. Выиграл битву, но проиграл войну. Нас по итогу снесли. Хотя начало мне понравилось. Гэмбл был солидный, суеты навел достаточно много. Все, народ, всем удачи, подписывайтесь, ставьте лайки, всем ББшное.